Всем привет, ребята! Сегодня я решила записать вот такой вот нестандартный ролик, название которого «Ясновидение». Что это, дар или навык? Порассуждать с вами на эту тему. И я уже много снимала роликов на тему тонкого плана, вообще, что это такое, как я это вижу, все, что мне помогает видеть, то есть как видеть тонкий план, как правильно задавать намерения на то, чтобы увидеть то или иное на тонком. Но я как-то упускала немного физическую сторону, точнее, я как-то не особо о ней задумывалась на тот момент, а сейчас решила вообще порассуждать. То есть я в принципе это знала, но я сейчас более как-то на этом заострила свое внимание, тем более, что я как человек, у меня есть такие повышенные склонности к самоанализу очень глубокому, и в том числе проработку тех или иных моментов в моей жизни, допустим, отслеживанию каких-то состояний или прочего, да и вообще моей жизни, как это было, что меня привело к чему, все причинно-следственные связи и так далее. Я их всегда отслеживала, всегда видела, и тонкий план мне, конечно же, в этом тоже помогал, как не без него все это происходило, но тем не менее. И я решила с вами поделиться, по крайней мере, тем, как вижу вот ясновидение, яснознание, так называемое, а я, если посмотреть вообще, ну вот так вот какими-то именами называть те способности, которые есть у меня, то можно сказать, что я и как ясновидящая, да, то есть это ясное видение чего-либо, то есть я могу посмотреть на тонком различные абсолютные вещи, то есть там и человека считать, характеры, все, и какие-то проявления считать, и ситуации, и личности, там, и много-много другого события. В общем, разные вещи, а также у меня было яснознание. Яснознание в каком плане? Допустим, было часто такое, что я читала что-то касательно, ну, я не знаю, там, каких-то вещей, и я понимала, что я это уже знаю. То есть для меня это очевидно, я обладаю этим знанием, и когда я задавалась вопросом, откуда я это знаю, я понимала, что это мое внутреннее знание, с которым я сюда пришла и с которым я здесь живу. То есть, что оно есть у моей души, и я знаю очень-очень многие вещи просто как, ну, само собой разумеющееся. И поэтому вот это вот яснознание, так называемое, то есть оно тоже в каком-то роде имеет место быть, по крайней мере, то, что под яснознанием понимаю я. Также я себя всегда относила к такой некой роли медиума. Это, то есть, человек, который разговаривает с духами, да, ну, говорят, умерших людей, но я считала, что медиум это всегда нечто большее, чем просто разговоры с умершими. Хотя людей, которые действительно развоплотились, я могла с ними поговорить условно, то есть я могла чувствовать эти души. Более того, когда умерла моя бабушка, мне было 8 лет, я училась во 2 классе, и я до сих пор это помню, и я помню, что она, когда я сидела маленькая, то есть там, ну, происходят какие-то вещи, там омовение, там еще что-то там, меня выгнали, а я сидела во дворе дома, и бабушка была со мной, она летала таким маленьким золотисто-серебристым шариком возле, и я чувствовала ее и знала, что вот она рядом, то есть мы, можно сказать, разговаривали, и я еще тогда ее спросила, я говорю, а почему ты здесь со мной, почему ты не там, там же что-то для тебя делают, то есть что-то там читают, что-то там еще происходит, не зря же меня выгнали, там какая-то ерунда. Она такая говорила, а мне это не надо, я тут лучше рядом с тобой побуду, вот, а они там пускай что-то делают. И я тоже помню такие моменты, когда мы ехали, получается, машина вот эта едет, лежит тело, я сижу в этой машине, сидит рядом мама плачет, и сидит рядом бабушка со мной, и мы вместе смотрим с ней на это тело, и поэтому для меня
Знаете, этот процесс был, я ребенком не сильно поняла, что произошло. То есть у меня не было вот такого понимания того, что бабушка куда-то там ушла навсегда, потому что бабушка сидит рядом тут. И после тоже были такие моменты, что я там сидела дома, она мне просто там звала с кухни или что-то такое, и я не пугалась. То есть для меня это было такое какое-то обыденное. Хотя это было с бабушкой, еще с несколькими родственниками, с которыми я более-менее была близка, их я видела, а которые, как бы и при жизни там мы особо не были никогда близкими, и когда они уходили, они мне тоже внимания не уделяли, я не лезла к ним, они не лезли ко мне. В общем, знаете, такое. И были многие моменты того, что я, кстати, рассказывала, но не помню где, в солнечном клубе или здесь на ютубе я рассказывала про девушку, которая закончила жизнь самоубийством, я ее видела на мосту, и мы с ней общались тоже, и многие такие вещи, в принципе, для меня это как некая такая, не то чтобы обыденность или рутина, но я просто в этом жила и не видела ничего такого, так же, как и те, что вот сейчас называют сущности, да, вот всякие демоны там и прочее. Очень многие знают, что здесь сейчас творится вообще у нас. И я вот этих вот всех сущностей тоже видела с самого детства. И видела, что там они сидят на людях и прочее. Видела, что реально здесь творится полный бардак. И знаете, это, конечно, очень нелегко с психологической точки зрения вообще понимать причинно-следственные связи всего, что происходит с людьми, видеть все вот эти проявления, которые есть здесь в жизни, и просто еще при этом жить, радоваться чему-то, да, и как-то немножко справляться с психикой, с психологической вот этой вот вещью того, что ты видишь и как ты живешь. И я знаю также человека одного, который просто не выдержал этого всего, и, его вывели в окно, условно, вот, потому что он в свое время захотел видеть тонкий, и, как он говорил, ему сказали, что тебе не надо, то есть открываться, чтобы твои способности открылись, но он все равно захотел, и ему сказали, ладно, если ты хочешь, как бы вот этот вот барьер условно с него сняли, и закончилось это не очень хорошо. Но суть не в этом. Суть ролика в том, что же это такое, навык или дар. Во-первых, я от себя могу сказать, да, анализируя вообще себя, анализируя свои способности, то, что я умею, там, управление энергиями, смотреть тонкий план, там, то, все, там, те же самые общение там с душами, да, другими, я никогда не считала это даром. То есть вот как нам говорят, дар, кто-то там, высшие силы, какие-то низшие силы дали, нам подарили что-то. Никогда мне это не откликалось, потому что я всегда, когда задавалась внутренним вопросом, что это у меня, да, как я вот это вот все, что это со мной происходит или откуда это у меня есть, потому что я знала, что у других людей этого нет, я понимала, что это мое качество, то есть это именно мое свойство какое-то, это какие-то мои способности, и эти способности это не какой-то там дар, подаренный кем-то или что-то такое, мне там кто-то дал им попользоваться, нет, что я ради того, чтобы вот у меня были такие способности, условно, пахала и пахала просто, как папа Карло, как раб на галерах в своих прошлых жизнях для того, чтобы быть тем, кто я есть. То есть вот это понимание у меня было как яснознание, то есть я именно знала это, просто знала, то есть не знаю откуда, просто я знаю, что так есть, и это знание было на уровне души. Вообще, если возьмем вот то, что я там вспоминала прошлые жизни, то, что я вообще видела тонкие и прочее, как это еще можно
как бы посмотреть с точки зрения навык или дар именно на физическом проявлении. То есть с точки зрения души я вам уже сказала, что это навык скорее, то есть тебе никто ничего не дарит. Для того, чтобы стать супер крутым инженером, ты долго учишься, долго там какие-то проекты делаешь, еще что-то, и становишься супер крутым инженером. Для того, чтобы там стать крутым шахматистом, ты очень много играешь в шахматы, очень много работы делаешь и так далее. То есть тут, можно сказать, где-то то же самое, потому что все эти навыки душа приобретает с течением времени, она тратит на это очень-очень большое количество жизней для того, чтобы эти навыки обрести. И то есть там реально очень большая работа, и это не так просто, как научиться рисовать, к примеру. То есть в первую очередь это навыки, которые есть у души. Поэтому, знаете, вот такие вот вещи, когда я слышу, допустим, от людей некоторых, которые говорят: вот, у тебя вот дар, ты родилась с даром, а мы без дара, там вот и ты вот из-за того, что у тебя дар, ты одарена вот этим даром, ты нам чем-то обязана. Знаете, это то же самое, что сказать человеку, который там стал, я не знаю, суперинженером и начал проектировать и какие-то супер крутые машины там, я не знаю, производить, сказать: ты же стал супер крутым инженером, ты такой супер крутой, и теперь ты нам всем обязан дарить машины просто так, потому что мы вот так, как ты, не можем. И я не думаю, что это совсем правильно, то есть, ты теперь себя возложи жертвой на алтарь нас ради того, чтобы нам было хорошо. Как бы какой-то взаимовыгодный обмен, да, я имею в виду в плане там энергии или еще что-то, этот человек вносит, то есть он делает машины, люди их покупают, как бы, да, вот, и пользуются ими, допустим, или что-то еще. Я сейчас не говорю о денежно-финансовых каких-то проявлениях, я говорю это о том, скорее, что в мире, допустим, если человек умеет классно печь булочки, он печет булочки, и люди как бы эти булочки покупают и кушают, понимаете? И при этом он развивается, люди развиваются, и всем хорошо. Но если кто-то что-то умеет делать лучше, чем другие, или у кого-то есть какой-то навык, а у других этого навыка нет, это не значит, что тот, у кого есть навык, должен вдруг взять и возложить себя на алтарь. Или кому-то он вдруг становится что-то должен, потому что он умеет вязать носки, и он должен теперь всему миру эти носки связать, потому что другие это делать не умеют. Это достаточно странная логика, лично для меня. К чему это я все? Я просто тоже, кручусь вот в этом во всем, в своем даре и прочее. И иногда я сталкивалась с тем, что слышала, что вот у какой-то там тетеньки есть дар целительства, или она может исцелять людей, и она обязана теперь, то есть потому что у нее есть этот дар, и вот она обязана сейчас взять и начать исцелять всех подряд, потому что если у нее этот дар есть, то она теперь вот должна всю себя возложить на алтарь этого мира, этих людей и так далее. И осознавая причинно-следственные связи этого всего, я как бы понимала, что это не делает хорошо той же самой тетеньке, которая этим всем занимается. И знаете, наверное, по вот этой причине, по большей степени, у меня было очень долгое время отторжение вообще в принципе этого всего, потому что я не хотела, чтобы мой дар, так называемый, да, то есть мой навык стал какой-то такой должностью, которую я кому-то чего-то должна, или вдруг, который обязывает меня одним своим только существованием чего-то кому-то делать. И
Первое, что было, я, то есть, тоже могу исцелять, и у меня тоже есть этот дар, в кавычках, да, то есть, этот навык целительства, я даже в солнечном клубе у себя рассказывала, показывала, как можно исцелять там какие-то мелкие порезы, ранки, как можно исцелять там какие-то болезни и прочее, как это делается, вообще техники, да, для того, чтобы люди могли там сами себе помогать, детям, может быть, или еще как-то. В общем, объясняла, там тоже некоторые лайфхаки давала по этому поводу, но я это умею делать, и да, блин, я могу там, допустим, где-то что-то полечить больной живот или там больную голову, где-то что-то полечить ребенка или котенка или еще что-то, но это не значит теперь, что я должна кому-то что-то, или даже там своим родственникам кому-то что-то должна становлюсь, потому что я это умею. И для меня это, ну, когда вот такое отношение, я вообще считаю это неприемлемым. Знаете, никогда не возлагают, ну, то есть вот эта вот корона какая-то, которую на тебя одевают, которая, не знаю, вот как проклятие какое-то, ну, это не очень хорошо. По крайней мере, я вот такого отношения не люблю. И люди, которые, ну, может быть, кому-то это нравится, кто там, вот у меня есть навык, и я теперь вот хочу возложить себя, жертва и так далее, но я считаю, что это неправильно. И, знаете, у меня всегда было понимание какое-то внутреннее, что человек не должен условно надеяться на то, что другие люди все сделают за него, потому что те же самые, как я думаю, по ходу к целителям, это возложение ответственности за то, что вот я там что-то сделал, да, я вот не хочу ничего делать для того, чтобы избавиться от вот этой болезни, я хочу волшебный симсалабим, чтобы там кто-то что-то за меня сделал, и у меня все отвалилось, и я не очень это все, если честно, люблю и поощряю. Так же, как и другие вещи, связанные с намерением, допустим, или еще что-то. То есть там типа того, что Надежда, там вы умеете, значит, намерения запускать так, чтобы даже у людей исполнялись их желания. Давайте вы теперь как джин из бутылки будете исполнять все наши хотелки. Ну, я просто, если честно, в шоке от таких вот проявлений. И дело не в том, хочу я или не хочу это делать, или я просто не понимаю. То есть, типа, иногда людям кажется, и это я сейчас подвожу, да, к физическим проявлениям, то, что это все легко и просто. То есть некоторым кажется, что вот там исцелить кого-то, ну она же умеет, пускай она этим займется, это же она там рукой что-то поводит и все, да. Либо там они думают, что ну что там, ты посмотрел тонкий план, да что ты там посидел с закрытыми глазами, такой, там, да, что-то там увидел и все, ты там поделился, что ты там просто сидишь там, да, и ничего не делаешь такой, и все видишь, что тебе сложно, что ли, да, посмотреть что-то, или, а посмотри меня, а посмотри вот это, а посмотри, почему солнце закатилось за небо там, или еще что-то, то есть, типа, это ж тебе это ничего не стоит, это ж так легко, это так просто, что ты там, ну вот ты умеешь, а мы не умеем, давай мы теперь тебя разорвем на части и все к этому, либо там, я не знаю, с теми же самыми исполнениями желаний, ну что тебе сложно, не сложно. Я могу сказать от себя, что на самом деле это очень большой физический труд для организма. Это мы с вами подходим к самому главному, физическим навыкам, которые есть у нас, то, что помимо того, что тонкий план является навыком души, то есть душа какие-то навыки имеет, и она их использует. Помимо этого, это нужно еще этот навык проявить на физике, и это нелегко на самом деле, потому что для того, чтобы проявить эти навыки на физике, нужно четко очень образовать связь между сознанием и душой. Это, во-первых.
а во-вторых, между сознанием, душой и телом. И я сейчас расскажу еще одну такую вещь, связанную с тонким планом, как раз-таки и с физическим телом. То, что я вам рассказывала, что ты там настраиваешься, да, смотришь, помимо этого всего, тебе нужно расшифровать то, что ты чувствуешь, то есть вот эту эмоцию, которую ты поймал, еще что-то, тебе нужно расшифровать энергию. То есть одно дело уметь ловить энергию, а другое дело уметь эту энергию расшифровывать. Расшифровывать вот это яснознание, так называемое, расшифровывать вот эту энергию, когда ты общаешься с душами какими-то, теми же самыми, которых ты видишь, потому что я вообще всегда видела, что души разговаривают на универсальном языке, всеобщий язык. И разговаривают не только души людей, да, а души животных там тоже разговаривают на этом языке энергии и прочее. Вообще, я считаю, и у меня знание какое-то такое тоже было, ощущение, что как раз-таки вся вот эта библейская история с Вавилонской башней, после которой люди перестали понимать все друг друга и уже начали там ответвления языков каких-то там и прочее ходить, я думаю, что это все идет как раз-таки вот эта история, когда мы перестали слышать вот этот всеобщий язык, понимать его и прочее. Это все идет на уровне нашего физического тела. И я сейчас объясню, в чем тут интересная очень загвоздочка. Когда я начала вообще смотреть и думать, как же мой мозг воспринимает тонкий план, как мое физическое тело считывает тонкий план, потому что я всегда понимала, что то, что я понимаю, то есть вот эти вот все ощущения, то, что я вижу тонкие, то, что я ловлю с тонкого, то, что я общаюсь условно с вот этими вот телами, да, могу там перемещаться между телами своими и прочее, это дает именно высокая связь между телом, сознанием и душой, в котором тело играет очень важную роль. В первую очередь играет в этом роль мозг. Мозг, который является компьютером, неким компьютером-дешифратором, который пропускает через себя какую-то информацию, расшифровывает ее. Например, когда мне нужно было получить какое-то знание от моей души, то есть я знала, что у моей души есть какое-то знание, то есть это как раз-таки вот через яснознание, да, мое, у меня было понимание и чувство, что у моей души есть какое-то знание, которое мне очень-очень сильно нужно сейчас, и я прям настраивалась, и я заставляла мозг буквально, потому что я понимала вот эту причинно-следственную связь того, что вот эта энергия, которая у меня идет из точки вот этой вот центральной, про которую я постоянно говорю, да, в груди, то есть вот оттуда идет эта энергия, я ее чувствую, я понимаю, что это не просто энергия, это знание, это там в этой энергии очень-очень много информации, я понимаю, что я не могу до нее вот как-то вот дотронуться, достучаться, для того, чтобы мое сознание получило к ней доступ, мне нужно, чтобы между моим сознанием и душой образовалось вот это вот связующее звено, энергосвязь между мозгом. Я прям заставляла, то есть я прям вот как-то так воздействовала, получается, то есть я прям заставляла свой мозг, говорю, давай, пробуй расшифровывать, давай. То есть вот я прям вот этот вот процесс как-то налаживала, то есть я прям заставляла свой мозг, чтобы он вот эту информацию, вот эту энергию пытался расшифровывать, чтобы он прям настраивался, чтобы он прям вот выстраивал вот это вот эти образы, все, чтобы он это мог расшифровывать как-то, то есть брать эту информацию и выступать в роли компилятора, для того, чтобы я могла четко уже на уровне сознания получать готовые образы. И также я понимала, что вот это вот внутреннее радио условное, на котором там можно разговаривать с другими душами, то есть вот этот всеобщий язык, оно тоже
является неким связующим звеном. То есть, когда я начинаю слышать именно путем того, что мой мозг работает как условная антенка для принятия сигнала какого-то, для того, чтобы принимать вот эту информацию, то есть как сотовый телефон условно, да, вот работает в моей голове. У него есть такая функция телепатической связи, и мне нужно эту функцию настроить, наладить для того, чтобы принимать эти сигналы. То есть это все тоже было на уровне яснознания, понимания, как эти процессы работают, и как бы условно их настройки. То есть я прямо где-то заставляла себя. То есть что я могу сказать? Даже на уровне физических своих проявлений ясновидение, яснознание, там расшифровка тонкого плана и так далее, это далеко не легкая работа, потому что в этом во всем нету никакого волшебства волшебного или чего-то прочего. Для того, чтобы посмотреть что-то на тонком плане, для того, чтобы кого-то полечить, для того, чтобы закинуть какое-то намерение, для того, чтобы все это делать, требуется огромный, просто колоссальный внутренний процесс, который требует энергозатрат. И это большие, достаточно очень большие энергозатраты, ребята. В этот момент наш мозг выполняет очень и очень большой объем работы, который мы производим, потому что для того, чтобы скомпилировать вот эту вот энергию, которую ты улавливаешь какие-то образы, ну, то есть, типа, вот провести вот этот вот объем работы, он тратит очень большой свой запас энергии на обработку этих процессов, то есть там задействована также наша гормональная система, еще что-то. Также я, когда просматривала, тут недавно заинтересовалась вот темой альфа-бета-волн, может быть, знаете, что это такое или слышали. Также есть тета-волны, дельта-ритм мозга, на котором он работает. И смотрите, когда я смотрела, то есть, как работает мой мозг, условно, на этих всех волнах и сопоставляла, я поняла, что мой мозг как раз-таки в процессе, когда я считываю тонкий план, он работает в двух режимах. То есть обычно мозг переключается между режимами, то есть, допустим, альфа либо бета-волны, да, или там тета-волны, дельта-волны, то есть он переходит из одного состояния в другое и начинает работать на разных частотах. Здесь же я увидела то, что мой мозг находится на нескольких частотах одновременно, при этом у него начинает работать, то есть в синхронизации условно правое и левое полушарие, и входит в такое состояние, когда они работают одновременно, то есть там такой, знаете, цикл. Получается, что они входят как бы в некий рабочий симбиоз, который позволяет при этом находиться, не то чтобы оно позволяет, а именно вот это состояние пребывания на альфа и бета волне одновременно, то есть на двух волнах одновременно, позволяет использовать полностью полушария здесь и сейчас в моменте. То есть это и принятие вот этой вот информации, то есть обработка, и ее вот это развитие, то есть когда ты начинаешь ее как-то для себя формулировать. И когда я записываю ролик, тот же самый, ну, допустим, по тому же моменту просмотра тонкого плана, там, личности людей, ситуации и так далее, вот этот процесс, он еще как бы больше такой нагревается условно, да, в этот момент процессор мозга, потому что ему еще помимо того, что идет обработка вот это, ему еще нужно голосовое оформление этого всего. И зачастую я иногда говорю вот в состоянии потока. Я говорила, что когда я записываю ролики свои, когда я что-то рассказываю, я вхожу в состояние так называемого потока, того самого, и я на этом потоке просто пру, говорю, у меня выходит что-то передать, я передаю эмоциональное состояние, многое другое, мысли-образы вкладываю, прочее, и я говорю, что в такие моменты говорит моя душа,
То есть и вот это состояние потока, я в нем записываю каждый свой ролик, каждый свой какое-то проявление творчества в интернете выходит у меня именно через вот этот вот творческий поток. И это пребывание, опять же, когда я смотрела на тонком, как это происходит, это пребывание на альфа-волне, очень-очень сильное, и в это же самое время, когда я пребываю на альфа-волне, бета-волны работают где-то там на периферии тоже, да, и оба полушария очень-очень усиленно трудятся. То есть после того, как я провожу рабочий день именно записи роликов, я выматываюсь вот досуха. Это тоже стоит понимать, потому что это все вот не просто так. И знаете, наверное, если проанализировать вообще мою жизнь с самого там детства, то вот эти навыки, а это навык, 100%, потому что эти навыки, они включались. Эти навыки, даже с тем учетом, что моя душа это умела делать, я эти навыки включала, я эти навыки вот прям заставляла свое физическое тело, делала так, чтобы они работали, настраивала их, да, то есть я оттачивала эти навыки, заставляла свое физическое тело активировать их, обрабатывать эту информацию, как бы все это видеть, все это слышать. И даже, наверное, тут еще и плюсом ко всему этому у меня срабатывали временные линии, которые я себе завязала перед воплощением. Когда я была в роддоме, я тут недавно, да, тоже в подсознании своем вспомнила некоторые моменты, связанные с моим перинатальным возрастом, то есть когда я была совсем маленькая. Я уже давно вспоминала тоже моменты, когда внутриутробное развитие, да, какое-то было, а тут недавно я вспомнила вот процесс, когда я была в роддоме, будучи ребенком, и когда мне хотели тоже не очень хорошие вещи, чтобы со мной произошли, то есть там сразу же после моего рождения на меня было нападение совершено со стороны темных. Я о нем знала, мама мне рассказывала о том, что там случилось, то есть когда я родилась, у меня сразу же был конъюнктивит глаз, то есть мне там в роддоме что-то занесли, я не знаю, это были лихие 90-е, и как бы все оставляло желать лучшего, скажем так, и мне занесли какую-то инфекцию в глаза, за счет чего у меня было нагноение очень сильное, то есть мне там это все протирали, в общем, меня от мамы забрали, и, кстати, скорее всего, может, и там и это все ввели, но я помню, что я была маленькая, и там, где я лежала, но это была не мамина палата, потому что это я не слышала там голоса мамы, меня там не было, я вообще не знала, где я, и мама мне рассказывала, что ей меня приносили раз там в 2 часа, по-моему, только на кормление, 10 минут, и потом уносили. Так вот, я лежала где-то, вот эти вот глаза слепленные, которые я не могла открыть, и там, где я лежала, то ли стоял телевизор, то ли что-то такое, и раздались какие-то звуки резкие, то ли кто-то что-то уронил, я не знаю, такой бах-бах-бабах какой-то там резкий. Я в этот момент, я очень сильно испугалась, и у меня открылись глаза. Но только так как у меня мои глаза физически были слеплены, то есть там либо мне что-то повязки какие-то там накладывали, то ли что там было, то есть я их не могла открыть физические глаза, я открыла глаза тонкоплановые, астральные, и это достаточно очень интересно, потому что я действительно умею, правда, не всегда, но бывает, я открываю так глаза, то есть закрываешь глазки, все, сидишь, и потом бах, открываешь глаза астральные и начинаешь смотреть, то есть видеть, что происходит вокруг. Это достаточно очень интересно, можете кто-нибудь проверить, посмотреть, кому интересно, может кто-то захочет попробовать повторить данную практику. Также можно обернуться, допустим, резко и посмотреть, что у тебя за спиной и прочее. Ну да ладно, это лирика. Вот, поэтому
это тоже навык. То есть за неимением того, что я тогда могла увидеть, открыть эти глаза, то есть у меня открылось тонкоплановое зрение, и так моя душа тоже вот этот вот навык активировала условно. И этот навык активировался в теле, в первую очередь в теле, потому что наше тело, у него тоже есть некие блокировки, которые не дают ему открыть способности, которые в нем заложены. И, кстати, некоторые говорят, что в нас заложены способности, что мы там склонны, можем телепатии, да, какой-то там, мы можем там левитировать, я не знаю, насчет левитации не знаю, я не левитирую, если что, так вот. Мы там способны отращивать себе зубы я тоже не отращивала, не знаю, но там корректировкой тела занималась, я тоже об этом рассказывала, что я корректировала и фигуру себе, и лицо, то есть занималась этим, делала, да, и намерение на это очень хорошо срабатывает, на корректировку фигуры, в том числе там корректировка веса и прочего, это достаточно очень легко. Так вот, с этой точки зрения, действительно, в нашем теле заложены все эти функции, в разряде их можно включить, то есть эти навыки, но эти навыки можно включить только через то, что не просто так я нажимаю в теле нужную кнопочку, и она там где-то включилась, что-то, способность это немножко не так работает. То есть эта способность включается только путем соединения того, что связь вот это вот восстанавливается, тело, душа, сознание. То есть как только тело, душа, сознание восстанавливается, связь, то вот эта вот способность, то есть если этот навык есть у души, то она сможет этот навык использовать в этом теле, потому что, ну, это примерно то же самое, что водитель машины. Смотрите, допустим, есть человек, есть машина, в данном случае наше физическое тело, и если этот человек не умеет правильно парковаться, да, то машина-то это может сделать, у нее есть физические все данные и физические все возможности для того, чтобы припарковаться, там, я не знаю, как-нибудь параллельную парковку, но у водителя этого навыка нет, он не может при помощи этой машины, допустим, взять и правильно как-то там выкрутить руль, да, нажать на педали для того, чтобы параллельно припарковаться. И, естественно, такой водитель не сможет припарковать машину вдоль обочины. И наоборот, водитель, который умеет это делать, он сможет взять, сесть в машину, правильно все настроить, правильно крутить руль, правильно там как-то что-то сделать, нажать педали для того, чтобы машину туда припарковать. Также и с вот этими навыками и способностями, которые у нас есть. То есть здесь достаточно такая тема глубокая. И еще тоже вот некоторые ребята, кто включился условно после того, как пробудился, и в том числе на тонком начал вообще летать, творить, там, чудить и так далее. Есть у меня знакомая одна такая девочка, которая очень-очень хорошо сейчас на тонком все вот это шарит, делает. И, знаете, она тоже отметила, вот на Новый год разговаривали в стриме, в прямом эфире, отметила, что это очень тяжело, как бы что ни говорилось, вроде, ну, ничего такого, но после того, как ты выходишь на тонкий, работаешь на тонком, ты очень сильно устаешь. Это действительно очень тяжелый труд. Не в том плане, что тебе там тяжело куда-то там ходить, чего-то смотреть и так далее, а в плане того, что твой организм тратит на это свой ресурс, то есть для того, чтобы выйти на тонкий, ему надо напрячься хорошо и сделать это. То есть это, ну, не так уж и легко. В том числе это все относится и к тому, что, помните, я вам говорила, что нам делают все. Просто все для того, чтобы мы там никуда не вышли, ни на какой тонкий, ни на какой толстый план, вообще ничего не видели,
никаких навыков там, чтобы у нас даже сил на это не хватало. Поэтому делают все, чтобы наш организм вот не мог восстановить вот эти энергетические связи между душой, сознанием и телом, да, то есть наше тело не смогло восстановить вот эти вот связи между сознанием и душой, потому что оно тратит весь ресурс на что? На то, чтобы просто существовать и не умереть. Поэтому нас травят химией, шампунями, там, едой, со всякими химикатами, всякими натриями, кальциями и так далее, всякими там вирусами и прочим. То есть со всех сторон, да, играют там с нашей психикой и многим другим для того, чтобы просто тело, весь свой ресурс большой тратило тупо на выживание, а о том, чтобы включать какие-то там доп. Способности души, навыки, которые у него есть, об этом оно не могло даже мечтать. Поэтому, ребята, вот такой вам еще лайфхак. Если хотите, чтобы у вас связь между сознанием, душой и телом восстановилась, то о теле тоже надо заботиться и подумать о его проявлениях, о нем. Я, в принципе, на теле до этого не особо заостряла свое внимание как-то, когда разговаривала. Все-таки многим интересно больше там про, знаете, что-то душа, там, вселенная, еще о чем-то таком говорить, то есть там энергетические связи, то, чего мы не видим в обыденной жизни, а там какие-то еще вещи узнавать, которые я там могу рассказать, то, что я вижу и понимаю, вот причинно-следственные связи. Но про тело как бы очень много и так всего было сказано. Я в самом начале, в самой первой ролике, я тоже упоминала это и говорила, что это важно, то есть тело это очень важно. Я говорила и про питание, у меня были ролики про здоровье и про плацебо-ноцебо, и также я очень много еще всего рассказывала, в принципе, как избавиться от головной боли, да, о том, как отменять болезни, про программы болезней и прочее. То есть так или иначе я уделяла внимание телу, но вот именно с точки зрения того, что такое способности к ясновидению, яснознанию, яснослышанию и так далее со стороны именно твоего физического тела не говорила. И, ребятки, у кого есть вот эти способности, я вам могу сказать, что когда вы бросите курить, откажетесь от курения, когда вы откажетесь от мяса, когда вы откажетесь от всяческих вредных вот этих вот вещей типа там глюконатов натрия там и прочее другой дряни, то есть всяческих ешек, и более-менее перейдете на здоровое питание, когда вы по максимуму откажетесь от какой-то очень едкой бытовой химии, типа СЛСами, всякими парабенами и прочего, и перейдете на более-менее экопродукцию, то есть те же самые шампуни какие-то с щадящими составами, ну, гели для душа, такая тоже спорная тема, в общем-то, и начнете вот от этого всего отказываться, чтобы ваш организм на самоочищение вот это вот ресурсы свои не тратил, начнете более-менее там зарядку какую-то по утрам делать для того, чтобы свой кортизол вот этот вот сгонять с организма и уровень стресса снимать и прочего, то есть помогать своему телу этот ресурс держать, то ваши способности вырастут прям на дрожжах. Просто вот на дрожжах вырастут. И при этом вам не нужно абсолютно заниматься там никакими усилителями себе, какие-то там камушки, еще что-то для того, чтобы стать сильнее. Вам это все, вот честно, вот эта вот шебура вся, она не нужна. Вы станете сильнее только через того, что вы будете умножать свою собственную силу и свою внутреннюю вот эту силу усилять именно самим собой, понимаете, открывать ее, раскрывать, вот эти энергосвязи, вот эти увеличивать, вот это простраивать все больше и больше связь сознания, тела, душа, и тогда ваши способности будут многократно увеличиваться. Ну и опыт, практика, конечно, тоже имеют место быть,
тут никто не спорит, то есть все познается на практике, но я от себя могу добавить то, что я по максимуму вообще стараюсь помочь тем ребятам, у которых есть способности, открываются способности, чтобы рассказать по практике что-то для того, чтобы не наступать на какие-то грабли. Поэтому я очень много внимания тоже уделяю, помимо того, что рассказываю там что-то для совсем-совсем новичков, для людей, которые не видят тонкий, но и также даю очень много практики, практических советов, каких-то техник и прочего для людей, которые его видят. В общем, всех вас люблю, следите за собой, восстанавливайте свои причинно-следственные связи в организме для того, чтобы ваш потенциал полностью раскрывался. Но у меня на этом все. Всех вас люблю. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока.